Приветствую вас, уважаемые садоводы и огородники! Технология выращивания черной малины. Особенности агротехники. Сорта черноплодной малины хорошо переносят засуху, морозоустойчивы, практически не поражаются вредителями, имеют стойкий иммунитет к самым распространенным заболеваниям. Посадка. Наличие большого количества света, заслоны от сквозняков – оптимальные условия при выборе участка для разбивки будущего малинника. Черноплодная культура прекрасно уживается рядом с красноплодной, а вот ежевика – ее крайне нежелательный сосед. Также не стоит сажать культуру рядом с растениями, которые могут поражаться увяданием. Томат, клубника, перец, картофель. Заболевание может передаться и на малину. Несмотря на компактные корневища, черноплодная малина не терпит конкурентов. Приемлемое расстояние между отростками при посадке от 80 см, между рядами 2 метра. При соблюдении данных интервалов удается избежать загущения, появления грибковых заболеваний и измельчения плодов. Лучшая почва для черной малины – это суглинок, богатый всеми необходимыми питательными веществами. Отдельные сорта предпочитают слегка подкисленный грунт. Высаживают культуру ранней весной либо осенью, заблаговременно готовят посадочную яму. Глубина ямы не менее 60 см. В самый низ закладывают перегной, перемешанный с древесной золой, до 30 см, и минеральный комплекс. Затем присыпают грунтом. Подготовленные лунки должны выстояться примерно месяц. Примерный состав удобрений в расчете на одну лунку. Перегной 6-7 кг, суперфосфат 200 граммов, калийная соль 50-70 граммов. Минеральные удобрения часто заменяют древесной золой, которой необходимо половину литровой банки на каждую посадочную ямку. При посадке нередко добавляют песок, который делает почву более воздухопроницаемой. Подкормка черной малины. Сорта черной малины чувствительны к удобрениям. От количества и грамотного соотношения зависит количество и качество будущего урожая. После посадки малина расходует питательные вещества, заложенные в траншеи, лунки. Однако на третий год эти запасы иссякают, и необходимо вновь вносить подкормку. Весной применяют обычно азотосодержащие удобрения. Это может быть натуральная органика, куриный помет, коровяк, либо синтетические препараты типа мочевины. В них следует добавить литр зольного раствора, 50 грамм гранулированного суперфосфата. Оптимальная дозировка внесения от 5 до 8 литров на куст. После внесения питательного состава черную малину обычно поливают, мульчируют. Слой мульчи обычно 5-7 см. Полив. Черноплодная малина не нуждается в регулярном поливе даже в период плодоношения. Ее мощная корневая система способна накапливать влагу, а затем медленно ее расходовать. Если количество завязи очень большое, а осадков нет, культуру поливают один раз в неделю. В противном случае ягоды будут недостаточно сочными и могут осыпаться. Черноплодная малина лучше всего отзывается на капельный метод орошения. Обрезка черной малины. Прореживание кустиков необходимо прежде всего для здоровья растения. Оно служит профилактикой самых распространенных заболеваний, способствует увеличению урожайности. Обрезка обычно проводится дважды в год. Первая весной, вторая поздней осенью. Весенняя обрезка направлена на санитарное прореживание и увеличение урожайности. Осенняя, более объемная, зависит от сорта. Размножение черной малины. Ввиду компактной корневой системы черноплодную малину
трудно размножить корневыми отпрысками. Оптимальный метод размножения – прикапывание верхушек стеблей. Для этого в конце августа здоровые и сильные стебли пригибаем к земле, присыпаем грунтом. Некоторые огородники отпускают стволы в небольшие траншеи 5-10 см глубиной и надежно фиксируют. При этом точка роста должна находиться над поверхностью. На зиму утепляем слоем торфа, опилок либо соломы. Либо просто окучиваем отводки, а зимой присыпаем дополнительным слоем снега. Снег защищает от вымерзания. Размножаем малину также методом черенкования. Для этого подходит закрытый грунт, теплицы, парники, где есть возможность регулировать уровень влажности. Далее побеги делим на черенки с несколькими здоровыми почками. Опускаем на 10 часов в стимулятор роста, а затем высаживаем в плодородный грунт. Оптимальное время для разведения черноплодной малины – ранняя весна. Тогда уже к осени будет понятно, какие растения можно переносить в малинник, а какие следует ликвидировать. Подготовка к зиме. Существует несколько методов подготовки сортов черноплодной малины к периоду холодов. Выбор конкретного метода определяется климатическими особенностями региона. Если зимы относительно мягкие и снежные, кустики оставляют на опоре, надежно закрепляя каждый ствол. В этом случае ни обильные снегопады, ни снег не смогут нанести вред. Если зимы холодные, продолжительные, побеги поздней осенью пригибают к земле. В этом положении их фиксируют и присыпают снегом. Снег защищает от вымерзания. Если зима малоснежная, но с резким перепадом температур, черную малину укрывают специальным агроволокном. Если снег отсутствует на протяжении всей зимы, необходимо защищать культуру обильным слоем мульчи или лапника. Друзья, если понравилось, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал Садэксперт, чтобы не пропустить новые выпуски. Надеюсь, эти советы пойдут вам на пользу. Желаю всем обильного урожая!